Всем привет! Долгожданное hard-use тестирование ножа Strider SMF. Нож абсолютно новый, геометрия клинка 3/4, вогнутые спуски, сталь 154 cm. Ну и мне кажется, больше ничего говорить не стоит, нужно делать. Нож достаточно острый из коробки. Легко режет паракорд продавливанием. Начинаем. Кабель. Очень тяжело делать пушкаты, но в принципе нож справляется. На этом участке клинка здесь более тонкое сведение, чем на кончике, поэтому можно делать пушкат. Режущая кромка в порядке. Это частички кабеля остались на покрытии. Идем дальше. Смотрите, какие дыры. Клинок довольно широкий, маневрировать в жесте было очень сложно, поэтому вот так некрасиво это получилось. Ну и смотрим на режущую кромку. Режущая кромка стала немного отблескивать. Но в целом сколов никаких нету. Маленькие засветики. Посмотрим на паракорд. Режу вот этим местом специально. Да. Пушка там больше не режет. Нож затупился, но без сильных повреждений. Переходим к строганию алюминия. В принципе, довольно неплохо. Вот как вот он выгрызает. Сейчас здесь все засыпано мелкой стружкой алюминиевой. Просто это не очень хорошо видно, когда съемка идет издалека.
частички алюминия остались на клинке. Мне кажется, это не покрытие начало потихоньку облазить. Это вот реально частички металла и жести остались на нем, но мы еще посмотрим. В плане режущей кромки никаких сколов, никаких повреждений, небольшое затупление. Вот мне кажется, сейчас хорошо видно, где идут отблески света. Ну что ж, переходим к тестированию замка. Фреймлок от Мика Страйдера. Сложился. Я не придерживал фрейм пальцами, и он сложился. Сейчас я попытаюсь немного придерживать его. О, но сейчас это совсем другое дело. Я положил палец сюда, и даже при очень сильных ударах никаких проблем. Можно видеть. Я даже сделаю еще несколько ударов. Да. Когда палец слетает с фрейма, то сам фрейм не держит. Здесь расчет именно на то, что клинок будет зажат в руке. Но в целом ничего не погнулось ни здесь, ни здесь. Все в порядке. Теперь удары передней части. Кстати, можно посмотреть, где приходились удары. Достаточно сильные вмятины здесь от широкого обуха. Мне кажется, на последнем он сложился. Но удары очень сильные, мне кажется, это можно засчитать, и фрейм Страйдера показывает себя очень неплохо, очень неплохо. Продолжаем с тестированием кончика. Оцинкованный металл 0,8 мм. Пять ударов. Абсолютно никаких повреждений. Я напоминаю, что здесь у нас сталь 154 cm. Кончик в полном порядке. Переходим к оцинкованному металлу 1 мм. Несколько ударов пришлись один в один, но в целом 5 пробоин, кончик идеальный.
Никаких проблем на кончике. Возможно, покрытие немножко стало облазить. Ну и нержавеющая сталь 1 миллиметр. Кончик до сих пор в полном порядке. Очень хороший результат в этом плане. Но вы видели, что в первый раз от ударов молотка нож сложился. Опять же, фрейм не придерживался рукой. Ну, кончик, он вообще не почувствовал эту работу. Что ж, поковыряем древесину. На ноже появился еле заметный люфт в стороны. Может, будет слышно. Но никакого вертикального люфта нету. Все намертво. Вот как заходит фрейм на пяту клинка. Он немножко, буквально немножко подзалипает, самую малость. Но нож элементарно открывается одной рукой, закрывается. Посмотрите на это. Он просто выгрызает здесь изнутри. Там уже есть отверстие, но я его увеличу немного. Ух. Смотрите, кончик соскочил сейчас по бетону, и частичка бетона осталась на кончике, а кончик в полном порядке. Окей, ну, никаких проблем с кончиком.
Кончик просто идеальный. Клинок, естественно, не погнулся, ровный. Если вот на данный момент получилась такая ситуация, что если фрейм не заходит достаточно глубоко, то появляются некие люфты. Но если вот он залип, как сейчас, вот. Если он залип, нет никаких проблем. Если он стоит сейчас на самом начале, из-за люфтов может быть некая слабость в замке. Так. Ну что ж, переходим к рубке. У нас появился вертикальный люфт. Я не знаю, если это повреждение здесь, вот на замке. Да. Смотрите, если я поджимаю замок, все, люфта нет. То вот когда замок чуть-чуть ослабляется, есть небольшой люфт. Я держу нож вот так вот, когда рублю, совершенно не держу замок, и он немножко... Вы видите, он рубит как топор. Все, замок поджат, никакого люфта. И нам остался только батонинг.
Посмотрите на это. Посмотрите. Yeah, baby. Вот это круто, ребята. Это очень-очень круто. Фрейм зашел достаточно далеко, залип. Небольшой поперечный люфт. Вполне возможно, он устранится затяжкой осевого. Вертикального люфта нету совершенно. Нож в полном порядке. Ну, режущая кромка в том же состоянии, что изначально. Посмотрим остаточную остроту. Почти пушкат на кончике, ближе к основанию, не режет пушкатом, но абсолютно рабочая острота во всем остальном. Отлично, просто отлично. Ну, что могу сказать? Знаете, несмотря на то, что я вот чисто по справедливости, да, считал, что Strider это нож, который просто обязан показывать именно такой результат. Но при этом, конечно же, до того, как я все это проверил, я абсолютно не мог быть уверенным ни в чем. Но сейчас, после того, как этот нож вот минуту назад проявил себя, и я понимаю, как это было, то я, конечно, рад вдвойне. Это именно тот нож, который на 100% оправдывает все то, чего от него ожидают. И то, как он позиционируется на рынке, тактический, лом, крепкий нож, hard use folder, все это в полной мере относится к Страйдеру. Просто отлично. Все, я его разберу, почищу, посмотрим, что здесь было с покрытием, если это облезло само покрытие или просто на самом покрытии остались кусочки металла. Почистим клиночек. Затупление можно видеть. Но, конечно, просто шикарно. Все. Надеюсь, вам было интересно. Спасибо за просмотр. Пока. Теперь вы знаете, почему Страйдеры столько стоят и почему люди их так любят. Все, бай-бай.
В разобранном виде все выглядит очень хорошо. Осевой винт оказался немного ослабленным после теста, что и объясняет появление поперечного люфта. Клиночек после очистки выглядит вот так. Очень много чего-то черного я счистил с его поверхности. Это покрытие, которое потихоньку стирается. Но также, мне кажется, вот этот рисунок на клинке во многом обязан и микрочастицам алюминия и жести, которые здесь остались на покрытии. Режущая кромка. И есть одно повреждение, которое нужно обязательно отметить. Обратите внимание на вот эту грань фрейма, которая смялась. Это вот та точка пружины, которая в первую очередь контактировала с пятой клинка. И после того, как появился вот этот замин, стал появляться вертикальный люфт в те моменты, когда пружина не была дожата достаточно вверх и не залипала на пятки. То, что я сделаю сейчас, я вручную подогну пружину дальше, чтобы она на 100% входила в контакт с пятой клинка, но в целом у меня никаких претензий к титану в данном случае. Он отработал именно так, как от него и ожидалось. Когда этот фрейм залипает, то замок крайне надежно себя ведет. Ну и при экстремальных нагрузках, конечно же, возможны повреждения. Как я и рассчитывал, подгибание пружины полностью восстановило замок. Сейчас он немного больше залипает, но вместе с этим фрейм заходит дальше на пяту клинка, и поэтому я считаю, что нынешнее состояние этого замка, оно даже еще более надежное, чем было изначально на новом ноже. Потому что сейчас ну просто невозможна ситуация, когда что-то может вытолкнуть эту пружину наружу, даже если не поджимать ее пальцами. Она стоит очень-очень жестко на своем месте. Перетачивать этот нож мне не пришлось. Хватило буквально легкой правки на пасте, и он опять достаточно острый. Практически как и из коробки. Режет паракорд продавливанием без проблем. И единственная вещь, которую бы еще хотелось отметить, это эргономика рукояти. Да, для силовых резов она неудобная, но она проявила себя с совершенно неожиданной стороны. Эта рукоять позволяет генерировать огромный рычаг при каких-то ковырятельных или долбежных работах. Я всегда привязываю темлячок на ножи во время тестов, чтобы иметь возможность схватиться как можно дальше за край рукояти. То на этот раз вот со страйдером мне это даже не понадобилось, потому что я очень уверенно держал за самый край рукояти и мог рубить, например, батонить без каких-либо проблем. Эта большая рукоять проявила себя очень хорошо в данном тесте, в данных видах работ. Ну а кроме этого, мне кажется, все слова будут лишними. Вы сами все видели. Все. Надеюсь, вам было интересно. Спасибо за просмотр. Пока. Бай-бай.